Ну, я думаю, пришло время наводить порядок. Были холодные очень дни, вот и сегодня ночью до нуля температура опускалась. Но уже буквально завтра начинается потепление, плюс 10, а потом и плюс 16 обещают. Растения начнут просыпаться. Отличный момент для того, чтобы обрезать. Начал традиционно входная зона, декоративная трава. Еще не отрастает она, еще нету зеленых побегов. Самое время ее обрезать. И буквально вот если действительно будет сейчас потепление, то все это начнет очень быстро расти. Так, следующим этапом вырежу, наверное, дерен. Этот красивый цветной, в принципе, еще рановато, но если будет потепление, он начнет отрастать сразу, поэтому лучше обрежем сейчас. Напомню в двух словах про обрезку дерена. Обрезаем очень коротко. Именно тогда, в следующем году, следующей зимой, осенью, весной, у вас будут вот такие красивые цветные побеги. Потому что такие цветные они только когда однолетние. Поэтому, если хотите такое, обрезайте очень коротко. Так, дерен вырезали, и у нас теперь роза. Вот добрались до большой розы. Раньше я ее обрезал очень коротко, вот так вот. Но вот так как тут теперь дерен, тут у нас пионы, она как-то теряется, когда низкая. Я решил ее все-таки в этом году выращивать выше. То есть вот эти ветки, ну, оставлю как, ну, штамбовые, можно так сказать. Сейчас вот эту мелочь всю повырезаю, чтобы она начала ветвиться вот здесь наверху, и чтобы цветение было наверху. А здесь пускай растут дерны, ну и пионы, то есть более низкие какие-то вещи. Поднять ее, чтобы цветение было выше. Это мелочь, это все, что растет внутрь, все это, наверное, стоит убрать. Да, и вот это уберу. Да, и вот эту можно убрать. Ну вот, вот здесь уже просыпаются почки на верхушках. Вот она начнет отрастать. Буду, может быть, еще и летом подрезать вот то, что здесь будет внутри. Пускай там все это будет. Ну, с этой розой все просто. А остальные розы обрезать надо получше. Я их обрезаю 2 раза в год. Сначала осенью, а потом уже весной, после зимы, когда морозы закончатся. Ну, в этом регионе, в принципе, надо 1 раз обрезать. Я смотрю, везде здесь в округе, в парке, в том числе, обрезают 1 раз. Потому что, ну, морозов здесь сильных не бывает. Это в Украине, да, 2 раза желательно обрезать. Поэтому сейчас пойду дорезать то, что я осенью не дорезал, то, что оставил. Так, ну вот этой розы немножко другая ситуация. Нам нужно ее от дорожки сюда отодвигать. Поэтому все то, что растет в сторону дорожки, я убираю. Укорачивать тоже сильно не буду, потому что здесь тень внизу. Пускай лучше наверху все там будет. Так вот. Тут у нее опора такая есть, чтобы ветки сильно на дорожку не вылазили. Ну, в общем, в принципе, то же самое, но немножко по-другому. То есть тоже мне надо бы ее наверх поднять. Поэтому вот эту мелочь повырезаю все внизу. А вот эти почки пускай просыпаются и растут туда вверх. У нас тут уже снежок даже пошел. Ну, а вот эту розу обрежу классическим способом коротко. Вот такое
у нас осталось в результате. Несколько коротких веточек. Они отрастут, и здесь будет такой невысокий, пышный, я надеюсь, кустик, каким он и был в прошлом году. Так, ну раз уж я здесь, вот она, спирея, летняя цветущая. Не путайте, весенняя цветущая сейчас ни в коем случае не обрезайте, иначе своими руками срежете все цветы. Летнюю цветущую как раз вот сейчас нужно обрезать. Причем обрезать можно очень коротко. Вот что у нас в результате осталось от этой спиреи. И это прекрасно. Проснутся спящие почки, весной отрастут новые побеги, и летом она будет цвести еще больше, чем в прошлом году. Потому что новых побегов появится гораздо больше, поэтому не жалейте. Делайте такой шарик, постарайтесь, в виде шарика. Так, ну следующее у нас на очереди это будлея. Я ее здесь оставляю на зиму, не срезаю. А обрезаю уже вот, в конце зимы, в начале весны. Она здесь, тем более, видите, вечно зеленая. В принципе, она украшает сад. Обрезаю, как всегда, очень коротко. Ну вот что у нас осталось от будлеи. Вот такой пенек невысокий, который весной отрастит побеги, причем длинные побеги. Ну, вы видели, какая она была, выше моего роста, больше 2 метров. Это всего лишь за одну весну. И летом будет вовсю цвести. Вот таким образом я удерживаю куст в компактном размере и не даю ему становиться лысым. Густой, широкий куст с большим количеством цветов. Так, ну и последняя, пожалуй, на сегодня работа. Надо удобрить гортензии. Можно было еще, конечно, сегодня обрезать инжир, но инжир подождет. Он еще спит и спать будет довольно долго, поэтому выделю для него отдельное время. Гортензии, вот что важно. Так, ну это у меня гортензия крупнолистная, у меня их несколько. Их надо удобрить. Они любят кислоту, поэтому для них нужно специальное удобрение, которое помимо питательности еще и немного подкисляет почву. Ну, написано для рододендронов, но подходит в том числе и для гортензий крупнолистных. Просто рассыпаем по поверхности земли. Ну, я примерно знаю дозировку, поэтому не смотрите, что я не отмеряю. Я вам уже показывал в прошлом году. Его используют, это удобрение, 2 раза в год. Оно типа био считается, то есть не химия. Вот. И немножко заделываем это все в почву, аккуратно, конечно. Вот. Почему сейчас? Ну, потому что, вы видите, она уже фактически просыпается. Уже почки набухли, даже не то, что набухли, они, сейчас я вам покажу, они уже кое-где и вовсю начали отрастать листочки. Вот. 2 раза в год, вот сейчас весной и потом где-то уже там в середине лета. Позже не стоит, потому что оно все-таки содержит азот, и нам рост особо не нужен. Хотя, опять же, в этом регионе, где сильных морозов не бывает, можно и дальше использовать. Но переборщить с азотом не стоит, потому что может вызвать сильный рост, ущерб цветению. Ну, если помните, это куст, который я осенью пересаживал. Он прижился, отлично перезимовал. И, как видите, вот у него как раз очень хорошо уже, наверное, потому что в открытом грунте все-таки лучше у него условия. У него уже вовсю отрастают листья. С гортензией нужно аккуратно, потому что одно неудачное движение и отламываются просто эти почки. Вот видите, одна уже отвалилась. Не надо, аккуратно. Ну и в преддверии весны не забываем про птичек наших меньших. Вот когда потеплеет, кормушки в принципе можно убирать. Пускай едят всяких насекомых вредителей. Но вот домики для птичек, наоборот, нужно приготовить и уже развешивать. Вот когда я приехал в Германию, я был поражен вот этим домиком для птичек.
Они сделаны из бетона. Ну, думаю, ну что за ерунда такая? Оказалось, что не так все просто. Это специальный хольцбетон, так называемый. То есть бетон с добавлением, ну, деревянной тырсы какой-то. Он получается пористый. И такой домик гораздо лучше сохраняет тепло. В жару там прохладней, а зимой, наоборот, там, ну, в холодное время, не зимой, в холодное время там более комфортно, более тепло. Вот эта его пористая структура позволяет птенцам проще подниматься из гнезда вот сюда, к этому выходу. Они цепляются коготками за его пористую поверхность и спокойно поднимаются. Ну и, конечно, они гораздо более долговечны. Они рассчитаны на десятилетия, в отличие от обычных деревянных домиков. И его не повреждает, ну, ни какая-то плохая погода, ни какие-то, ну, хищники, например, куницы или белки, или там, я не знаю, коты, или дятлы те же самые. Вот такой домик, в общем, хорошо себя проявил. И в Германии они висят везде, и на частных территориях, и в парках каких-то общественных. Так что он, в принципе, легко. Вот эта крышечка снимается у него. Сейчас я его почищу, помою, и надо будет его повесить. Вот как повесить, вот это удивительно. Немцы просто в ствол дерева забивают гвоздь и вешают вот такой домик. То есть, с одной стороны, немцы заботятся о природе, у них даже деревья пронумерованы. Но пронумерованы именно с помощью вбитого гвоздя в ствол дерева. Вот такая многоликая Германия. Какой же это кайф после долгой зимы наконец-то начать работать и чем-то заниматься в саду. Вот такое у меня начало сезона в этом году. Самое главное хочу напомнить, что вот все то, что я вам сегодня показывал, обо всем этом я снимал подробное видео. Почему я обрезаю, скажем, дерен в это время, почему обрезаю так коротко, почему обрезаю будлею так, розы. О каждом из этих растений есть видео. Я оставлю ссылки в описании к этому видео сегодняшнему и в конце этого видео. У меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Увидимся.